Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о мстительных драконах Везнана. И на самом деле, эта тема меня очень вдохновила, так как над видео работал даже ночами. Сценарий я написал довольно быстро и справился за пару дней. А вот технический аспект занял у меня намного больше времени. Пришлось активно разогнать второй слот игры и прокачать дракончиков на 10 уровень. Отснял, друзья, не 1 километр часов видео. И теперь давайте посмотрим, что из этого получилось. А пока мы не начали, поддержите мой канал подписочкой, а это видео вашим волшебным лайкосиком. А начну я свой обзор с Айскальда. Почему именно с него, спросите вы? Я считаю этого героя самым сильным во всей вселенной Kingdom Rush. И это чисто мое мнение. И я на самом деле буду расстроен, если все со мной согласятся и не оспорят это в комментариях. Айскальд — это ледяной дракон, самый могущественный сын Джокула. Родился, дабы править севером. Для него жизнь была сплошной охотой, и лучше его в этом не было никого. Его любимой добычей были слабые люди. Ему было увлекательно играть с ними, ловить морозным дыханием или ударом мощного хвоста. Аркус и его собственная мать несколько раз предостерегали, что не стоит этого делать, но ему было слишком весело, дабы слушать их, и именно это его изгубило. Они поймали Айскальда, заманив его в ловушку и заточили под бесчисленными слоями льда, где он и спал, до тех пор, пока Везнану не удалось его освободить. Теперь Айскальд обрушит свою пронзительную холодную ярость на врагов Везнана. У него сильная холодная атака, и с каждой атакой он замедляет противника на 30%. А теперь давайте детально рассмотрим все его навыки и умения. Первая его способность — это яростное дыхание. Обычные атаки героя теперь наносят урон по площади, и с каждым улучшением способности увеличивается площадь атаки. Вторая способность — мерзлота. Восстановление каждые 12 секунд на последнем уровне прокачки. Герой замораживает землю, уменьшая скорость передвижения всех врагов на 50% в течение 5 секунд. Третья способность — лавина. Восстановление каждые 18 секунд. Герой выплевывает снежный ком, который катится по дороге на протяжении 5 секунд. Попавшие под него враги получают 24 единицы урона каждые 0,25 секунды, что в общей сложности составляет 120 единиц урона. Способность активируется, если рядом с героем 2 или более врагов. Четвертая способность — ледяные вершины. Восстанавливается каждые 15 секунд. Герой призывает ледяные шипы, которые наносят чистый урон, равный на 10 уровне 30% от максимального здоровья. Пятая его способность — это ледниковая буря, и восстанавливается она каждые 50 секунд. Действует по всей области экрана, оглушает и замораживает всех врагов на поле боя в течение 12 секунд. На максимальном 10 уровне Айскальд имеет 630 единиц здоровья и урон от атаки от 66 до 98 единиц. И при этом дракон наносит урон по области, что я лично очень обожаю. А вот что говорит Айскальд во время движения. Fear freezes you. This is a cold war. Revenge is best served cold. Nothing burns like the cold. Таки да, озвучка просто космическая. Обожаю. Ну а теперь, друзья, давайте глянем на него в одиночном бою. В качестве полигона я выбрал миссию Угодье Атила. Уровень поставил новичок, дабы рассмотреть борьбу драконов во всей красе. И в помощь снарядил кораблекрушение Огров 2 уровня. Чисто пиктура, друзья.
Ледяной дракон настолько круто справлялся с группами, толпами и отрядами врагов, что я абсолютно спокойно до 8 волны мог закинуть ноги и чилиться, наблюдая за битвой. А все благодаря тому, что каждая способность Айскальда наносила урон по площади. Идеальная утилизация врагов. Пока не присоединились к штурмам летающие коршуны. Вот тут народ стало повеселее и можно было активно включаться в бой. Именно 2 летающих врага первыми аж на 10-й волне проскочили за рубеж. Еще 2 пролетели на 13-й волне. При этом ни один пеший не прорвал оборону Айскальда. По итогу, при хорошей поддержке ледниковой бури, ледяной дракон завершил уровень победителем с остатком жизней в количестве аж целых 11 единиц. Отличнейший результат.